Юную вокалистку Диану Анкудинову из Тольятти когда-то узнала вся страна после блистательной победы в телевизионном вокальном проекте «Ты супер». Когда ее спросили о самой заветной детской мечте на одном из шоу, она, не задумываясь, ответила: «Хочу, чтобы у всех детей были родители». Черноволосая девушка с живыми глазами поразила зрителей не только своим глубоким низким голосом, но и сложной судьбой. Но это не история Золушки, говорит ее приемная мама Ирина Анатольевна. Это каждодневный совместный труд вот уже 10 лет. Раскрутиться девочке во многом помогло участие в различных музыкальных конкурсах. В 2017 году она завоевала золотую медаль на Всероссийских молодежных дельфийских играх в номинации «Эстрадное пение», а широкая известность пришла благодаря телеэкрану. На слепых прослушиваниях 4-го сезона шоу «Голос» Диана исполнила «Йодель Тайм», швейцарский йодель. Спела, как говорится, без сучка и задоринки, но никто из наставников, сидевших к ней спиной, так и не повернулся. Девочка покинула проект, и уже на следующий день в интернете разыгралась буря. Зрители искренне возмущались, почему талантливого ребенка оставили без внимания. Позже жюри прокомментировало ситуацию. Каждый из них хотел нажать кнопку, но останавливала растерянность. Что дать такой исполнительнице в следующем туре? И если закрываются одни двери, значит, где-то откроются другие. Так и произошло. Я автоматически прошла во 2-й сезон «Ты супер», рассказывает Диана. И действительно, в феврале того же года она начала триумфальное шествие в новом телепроекте. В финале, состоявшемся 26 мая, она исполнила вместе с Игорем Крутым балладу Лары Фабиан, в результате набрав 49% зрительских голосов и став победительницей проекта. Юная певица окончила музыкальную школу при Тольяттинской консерватории и поступает в Московский музыкальный колледж. Причем в столицу она переехала вместе с мамой, ведь именно близкие люди, по ее признанию, сыграли большую роль в ее творческой карьере. Да и вообще, кто как не Диана точно знает, что самое ценное в жизни – это семья. Приемная мама Дианы Ирина Поник родом из Тольятти, затем переехала на Дальний Восток, в город Арсеньев. У них с мужем была, в общем-то, стандартная семья, 2 детей. Ирина работала в детском санатории массажисткой. К ним привозили детей из местного детдома на процедуры. 17-летняя дочь Настя нередко забегала к матери на работу. Она-то и обратила внимание на 5-летнюю Диану, которая постоянно плакала. Почти сразу она начала уговаривать маму взять ее к себе, приносила ей киндер-сюрпризы, небольшие подарки, а однажды заявила: «Если ты ее не возьмешь, мам, то я сама скоро вырасту и обязательно заберу». И я, конечно, сомневалась, рассказала мужу, мол, своих почти на ноги поставили. Старшему сыну было 20 лет, может, возьмем дочку. Он поддержал. В опеке нам пояснили: ребенок сирота, мать лишена родительских прав, у нее ни сестры, ни брата. Так Диана оказалась в нашей семье. Она сразу же стала называть нас с мужем мама и папа. Было очень сложно, если честно. Первые 2 недели я была в шоке, признавалась приемная мама. Диана продолжала часто плакать, могла сесть в комнате и реветь час-полтора, ничего не объясняя, очень долго боялась закрытых дверей. Так что даже купать малышку приходилось при открытой ванную двери. Все воспринимала в штыки. Помогла ласка. Ребенок начал оттаивать. Плюс походы к психологу. До сих пор Ирина помнит постоянные вопросы, ответы на которые давались непросто. «Мам, а получается, не все мамы хорошие?» — интересовалась Диана. «Все хорошие, все. Как же, ведь они мамы. Они любят своих детей», — отвечала Ирина. «Да, поняла. Все хорошие, но только не та, которая меня родила», — повторяла как бы про себя урок девочка. Или как вам такой вопрос: «Мам, а почему ты своих детей не бросила?» А когда подросла, спросила: «Можно я не буду называть ту женщину мамой?» Наверное, ребенок прав, в голове не укладывается, как давшая жизнь могла систематически избивать свою дочь, а однажды даже попыталась утопить ее в ванной. Не оправдывает ее и пьянство. Однажды тетка Дианы просто вывела и оставила девочку на автобусной остановке. У 4-летней малышки была сломана ключица. Тетя боялась за ее жизнь, но не за судьбу, иначе как объяснить, что к родственникам ее не взяли? Как Диана попала в детдом, а через год в новую семью? Через непродолжительное
продолжительное время обстоятельства снова изменились, и семья вернулась в Тольятти. Диана смеется. «Мам, я верю в судьбу, это вы за мной ездили на Дальний Восток». Все той же волею судьбы девочка почти сразу, как попала в новую семью, начала заниматься вокалом. Помимо психолога, оставший в развитии ребенок нуждался в логопедической помощи. Работать надо было долго. А еще пусть поет, отрабатывает пластичность звуков, посоветовала специалист. Знакомый дирижер из местного оркестра сразу определил слух идеальный. Так Диана оказалась в детском коллективе при Доме культуры. Когда она пела, все звуки были четкими. Видимо, логопедические проблемы были скорее психологическими, а спустя несколько лет нам пришлось выбирать, рисование или пение. Сложно было бы совмещать художественную и музыкальную школу. Диана сама определилась. «Мам, но все-таки я артистка», — рассказала Ирина. Теперь Диана каждый раз со сцены говорит: «Если бы не мама, я бы здесь не стояла». Она очень благодарна всей семье, сестре, с которой они очень дружны, брату, бабушке, что мы ее поддерживаем. Еще в детстве как-то спросила: «Мам, а знаешь, что самое страшное? Потерять родителей, если ты ребенок. Знать, что у тебя никого нету, что ты никому не нужен». И это не просто слова, это ее опыт. Она у нас особенная девочка. А Ирина Анатольевна, поверьте, особенная приемная мама. Подруги порой упрекают ее: «Ты же растворилась в ребенке, никакой своей жизни». А как иначе, удивляется она. Каждой песне нужен свой сценический костюм, а семья живет на пенсию мамы и бабушки и выплату за приемного ребенка около 10 тысяч рублей. Выручает и массаж, конечно. Ирина окончила курс и начала сама придумывать и шить наряды для сцены. Так на порядок дешевле. Да и репертуар дочери в основном она подбирает сама. Тоже пришлось приловчиться. Может часами выуживать в сети нужную композицию, обмениваясь в полночь находками с руководителем тольяттинской вокальной студии «Мелодия» Светланой Вовк, у которой уже 6 лет занимается юная исполнительница. Да и соцсети от имени Дианы мама курирует сама, общается с поклонниками. Диана не любительница виртуального пространства. Только не подумайте, что Диана в мгновение ока достигла высот. Она давно популярна и заметна. Еще в 5 классе ее приглашали в Гнесинку, но нужно было жить в интернате в Москве. Диана категорически отказалась. Конечно, мы очень благодарны проекту «Ты супер». Нам подарили 4 таких шикарных клипа. Но о звездности речи не идет. Я и так говорю, ты ребенок, которого Бог поцеловал в лоб. А еще ты умеешь трудиться. Причем здесь звезда? Она мне все время повторяет, что я самая лучшая у нее мама. На вопрос, как добиться успеха, я обычно отвечаю одной фразой: все наши усилия приносят достижения. Если будешь валяться на диване перед компьютером и внушать себе, что ты удачливый и талантливый, ничего не выйдет. В творчестве я не равняюсь на одного исполнителя, стараюсь брать от каждого вокалиста лучшее и делать из этого что-то свое. У меня, наверное, неплохо получается. Люблю слушать Сергея Лазарева, Юлиану Караулову. После того, как я с ними пообщалась, поняла, что в артисте важно не только, как он держится на сцене, но и каков он есть в жизни, потому что внутреннее состояние накладывает отпечаток и на песни. Мой любимый иностранный язык – французский. Он мелодичен и красив. Одно время я даже ходила на курсы французского, но запоминание песен мне дается легче, чем изучение языка. Поэтому, когда меня хвалят за хорошее произношение, на самом деле меня выручает музыкальный слух и память. У меня большая дружная семья. Мама, бабушка, сестра Настя и брат Дима, 2 племянника Артур и Ильдар. Мама в детстве занималась народными танцами, Настя занималась в цирковой школе, сейчас на ней дом и маленький сын. Все вместе они поддерживали меня, а делить радость с близкими – большое счастье. Во время телепроекта «Ты супер» они выкладывали в соцсетях мои фото и видео, писали ободряющие слова, а по возвращении испекли торт, пиццу, а бабушка приготовила свой фирменный борщ.